Куда же теперь отправятся котята? Всем привет! Я Анна Оськина, и сегодня мы будем делать переноску для котят. Комплект аксессуаров для кошек пополнился, и теперь играть будет гораздо интереснее. Вы очень просили меня сделать переноску. Кто-то даже умолял или угрожал в комментариях. Друзья, я не могла оставить это без внимания, поэтому сегодня выполняю ваш запрос. А в конце видео вы наконец-то узнаете имена котят, которые я выбрала из ваших комментариев. Ставьте лайки, если вам нравится тема питомцев для кукол. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, которое будет уже завтра. Я же обещала, что взамен на лайки буду снимать больше. Но переходим же скорее к мастер-классу. Чтобы сделать переноску, понадобится бумажный шаблон. Я взяла плотный лист бумаги для черчения и нарисовала вот такую вот ленту. Размер одного деления 4 на 6 сантиметров. Этот размер я выбрала, чтобы туда полностью помещалась пушинка. Этот шаблон легко начертить, пользуясь линейкой и карандашом. Надрезаю места сгиба, это начерченные карандашом линии, сгибаю шаблон и склеиваю. У меня получается вот такая коробочка. Но я хочу, чтобы переноска была с округлыми краями, поэтому я вырезала еще два шаблона для двух сторон. Размер прямоугольника в этом шаблоне 6 на 4,5 сантиметра. И перед тем, как его приклеивать, нужно слегка его загнуть. Для этого я использую баночку с гелем, либо можно использовать любую другую баночку. Приклеиваю эти округлые детали сначала с одной стороны, а затем с другой стороны. Чтобы мне не пришлось их держать, пока клей высохнет, я скрепила все детали канцелярскими скрепками. И у меня получается вот такой шаблон с округлыми боками. Для лепки мне понадобятся розовый и белый цвета. Эти цвета я смешиваю, чтобы получился более светло-розовый оттенок. Дополнительно в работе я буду использовать серый цвет с блесками. Раскатываю пласт светло-розового цвета толщиной примерно 2 мм. И вырезаю из этого пласта полоску, чтобы ее ширина была равна длине моего шаблона. Отмеряю прямо по шаблону. Вырезаю квадратик размером примерно 6 на 6 сантиметров и отрезаю две одинаковые полоски шириной 1,5 мм. Эти полоски нарезаю на более мелкие и приставляю к выложенному ранее квадрату. В результате получается решетка. Такую решетку нужно сделать с двух сторон и хорошенечко прилепить элементы решетки к квадрату. После того, как присоединили решетку и замазали места стыка спицей, присоединяю еще две полоски, чтобы объединить все эти решетки вместе. Раскатываю пласт серого цвета толщиной примерно 1 мм. От этого пласта отрезаю тонкие полоски шириной по 4-5 мм на глаз. Эти полоски размещаю на места соединения решетки, чтобы скрыть эти места и сделать более декоративный вид. После этого накладываю выложенный мной пласт на бумажный шаблон переноски. Но полимерная глина у меня к бумаге совершенно не хочет прилепляться, приклеиваться и не хочет держаться, поэтому я аккуратненько залепила все бумажным скотчем. Это на время до запекания, чтобы удобнее было сделать низ переноски. Для низа переноски раскатываю серый цвет толщиной примерно 2 мм.
ставлю переноску на этот серый пласт и аккуратненько обрезаю по контуру. Таким образом боковые стороны прилепляются к нижней серой стороне. Вот так должно получиться. После чего необходимо запечь эту основу. Можно выпекать вместе со скотчем, но тогда потом, после выпекания, нужно будет удалить следы скотча жидкостью для снятия лака. Либо убрать скотч и выпекать без него. После выпекания достаю бумажный шаблон, и вот такая основа получается. Дальше делаю заднюю стеночку переноски. Здесь уже мне понадобится гель жидкой пластика, потому что гель хорошо склеивает запеченную и незапеченную полимерную глину. Подготовила пласт толщиной примерно 2 мм. Смазываю гелем одну из сторон переноски. Накладываю сверху на пласт и аккуратненько обрезаю по контуру. Вот и получается задняя сторона. Дальше раскатываю нити из розовой полимерной глины. Ими я хочу украсить переноску. И эти нити располагаю по краям серых полосок. Мне кажется, что так будет намного аккуратнее и появляется более декоративный вид. Чтобы присоединить нити, нужно также использовать гель жидкую пластику. Присоединяю по 4 нити с каждой стороны, по 2 на каждую серую полоску. Сверху делаю ручку для переноски. Ручка будет вставляться вот в такую вот серебряную заготовку. Для этого я использую 2 круглые формочки, вырезаю сначала большой круг, затем в нем маленький, и этот круг приклеиваю сверху на переноску. В этом круге с 2 сторон снизу аккуратненько делаю отверстие. В эти отверстия встанет ручка. Дальше смазываю нижние края переноски. Там не очень красивый стык стеночек. От серого пласта отрезаю 2 полоски толщиной примерно 5 мм. И эти полоски приклеиваю снизу переноски. Вы могли обратить внимание, что я вставила обратно бумажную заготовку в переноску. Я это сделала для того, чтобы стеночки не кривились, потому что здесь я часто сильно нажимаю на стеночки, либо как-то использую. Плюс потом нужно будет эту переноску запечь, а при выпекании пластика становится мягкой, и также потолок может обвалиться. Чтобы этого не происходило, я вставила бумажную заготовку обратно. Она будет держать потолок переноски. Катаю колбаску серого цвета и приклеиваю на гель снизу на порог переноски. Сбоку делаю небольшое отверстие зубочисткой, чтобы туда вставить крепление для двери. Сверху делаю точно такой же порожек и делаю точно такое же отверстие. И запекаю переноску 20 минут при температуре 110 градусов. Вырезаю 2 небольшие округлые детали, которые прикрепляю по бокам переноски. Они придадут ей более аккуратный и декоративный вид. Беру кусочек проволоки по размеру, подходящий для крепления двери, и наматываю на эту проволоку кусочек полимерной глины. Лишние края обрезаю. Нужно, чтобы кусочек полимерной глины входил ровно в переноску, в проем для двери. Из пласта серого цвета толщиной 2 мм вырезаю основу для двери. Вырезаю сначала квадрат по размеру такой, чтобы он вошел ровно в проход для двери переноски. В этом квадрате вырезаю еще один квадрат, чтобы остались одни стеночки. У меня получается вот такая серебряная рамка.
Я беру проволоку, у меня уже это сразу белая проволока, и нарезаю много кусочков, чтобы сделать решеточку. Вдавливаю проволоку в рамочку из полимерной глины. Сначала с одной стороны, а затем с другой стороны. Крест-накрест. Чтобы проволока не вываливалась, я ее заклеиваю сверху еще полосочками из полимерной глины. Получается довольно милая дверца. Эту дверь я приклеиваю к креплению двери, также на гель. Но так как и там пластика не запеченная, можно просто сильно придавить. И еще раз запекаю переноску и дверцу. Не забудьте сделать небольшой прямоугольничек, это будет ручка. После выпекания приклеиваю ручку на дверцу. Достаю проволоку из двери, затем снизу вставляю проволоку, на проволоку насаживаю дверцу и вставляю эту проволоку сверху в верхнее отверстие, которое мы сделали. В результате дверь полностью получается посаженной. Она открывается и закрывается, а ручка не дает ей закрыться внутрь. Остается только верхняя ручка для переноски. Я загибаю кусочек проволоки на округлой ручке кусачек. Либо ее можно загнуть даже на карандаше. Затем немножечко загибаю в бока с двух сторон и вставляю проволоку в те отверстия, которые я сделала раньше. Вот такая переноска у меня в результате получается. Посмотрите, как здорово получилось. И теперь аксессуаров у кошек намного больше. И играть с ними, конечно же, интереснее. Но я знаю, что вы ждете, что я объявлю, какие же имена я выбрала для котят. На самом деле вы написали просто огромнейшее количество комментариев, я уже говорила, их больше 30 тысяч. И выбрать имена для котят было безумно сложно. Не скажу, что я выбрала прямо какие-то самые оригинальные имена, просто мне захотелось их назвать так. Итак, девочку я назвала Снежинка. Да, это очень простое и милое имя для кошечки белого цвета. Ласково ее можно назвать Снежка. Ну а мальчику я выбрала имя уже поозорнее – Кексик. Я подумала, что раз у всех кошечек такие достаточно простые имена – Пушинка, Снежинка, Рыжик, то пусть хоть мальчик будет с таким озорным именем Кекс и вырастет самым настоящим кексом. Очень надеюсь, что мой выбор вам понравится. В любом случае, это же мои котята, а вы можете сделать своих и назвать их так, как вы хотите. Я жду ваших комментариев, понравился ли вам этот большой набор для кошек и сами кошки. Обязательно ставьте лайки, если это так, и пишите в комментариях, что еще мне сделать. Завтра на моем канале вас ждет новое видео, поэтому подписывайтесь, чтобы точно его не пропустить. Нажимайте на колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать о его выходе. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. До новой встречи!